Всем привет, ребята, с вами снова я, Оля. И, наконец-то, свершилось, я возвращаюсь на канал с нашей любимой группой Nemophila. И все благодаря донатикам от Стаса, за что тебе большое-большое спасибо. 2 донатика мне пришло и довольно давно. Я так понимаю, у девочек было что-то вроде камбэков. Сейчас с вами посмотрим обязательно. 2 работы Nemophila Sugar. Насколько я поняла, это кавер на какую-то группу. И, в общем-то, сама работа, я так понимаю, девчонок. Фит с какими-то исполнителями. Я не буду пытаться прочитать название, потому что, я думаю, не стоит ломать язык. Первый был кавер, я так понимаю, работа, да, 2 месяца назад вышла. 3 ноября это было. И вторая работа была 8 ноября. Вот, мы, соответственно, в той же хронологической последовательности с вами и посмотрим. Что ж, ну, начнем с кавера. Я загуглила название. Оказывается, System of a Down — это название группы, армянская метал-группа, друзья. И, честно, я удивлена. Я ни разу не слышала армянские группы, тем более металл. Вот, и я в предвкушении, что за песня, но жанры, в принципе, все по стандарту. Альтернативный металл, нью-металл, прогрессивный металл и хард-рок. Вот, что-то супер огненное нас ждет. Ну и плюс группа очень старенькая, 94-го года основания, так что должно быть песня какая-то нашумевшая. Называется она Sugar, сахар, сахарок. Что ж, давайте оценим. К сожалению, оригинал не слушала, но в исполнении девчонок, мне кажется, будет звучать не менее проигрышно, поэтому, я думаю, даже сравнивать не стоит. Кстати, видео заблокировано в некоторых странах, поэтому мне придется смотреть через VPN. Надеюсь, все удастся спокойно посмотреть без лагов и задержек. Все, поехали. Друзья, я даже выдохнуть не успеваю, но что это было только что? 2 минуты ада просто. Жесть, это настолько мощно было, я в шоке. Я даже до сих пор прийти в себя не могу. Это настолько резко началось и не отпускало до конца. Блин, я даже не знаю, как это комментировать, друзья, это очень мощно было. Голос Маю просто поражает, до сих пор не перестает удивлять. Здесь очень странная манера исполнения, очень быстрая, как читка, как будто это что-то между рэпом и пением. Куча гроулинга, куча переходов по музыке, интересное звучание инструментов. Очень крутая песня. Вот честно, мне кажется, она довольно нашумевшая должна быть, потому что, ну, звучит реально для своего жанра очень круто. Я, конечно, не фанат такого исполнения и жанра, но, блин, даже мне понравилось, честно. Плюс, не знаю, конечно, оригинал не слушала, повторюсь же, но мне кажется, в исполнении Маю звучало очень круто. Она справилась на все 100, мне кажется. Инструменты, сочетания, вот эти паузы на бас-гитару, на ударные. Блин, эти акценты, выделение инструментов. Очень круто звучало это все. И, конечно, хотелось бы еще раз послушать, потому что очень резко ворвались и столько эмоций. Очень много деталей упущено, если честно. Но, блин, съемка, конечно, немножко странная. Здесь очень много помех добавили на видосик. Видимо, хотели передать эту атмосферу, мощи и так далее. Но, не знаю, мне показалось это немножко лишним. Вот, но ладно, видео нет смысла обсуждать совсем. Здесь именно музыка, именно сам кавер, он играет значительную роль. Это просто, это шок. Это отвал всего. Тем более такой долгий перерыв. Мы с ними не виделись, я их не слышала, но... А тут так сразу, это очень круто. В общем, друзья, я, наверное, больше ничего не скажу, но работа реально суперская, заслуживает лайка, заслуживает поддержки. Я думаю, нужно еще раз будет посмотреть потом отдельно помимо видео. Девчонки реально очень талантливые. Что ж, ладно. Я не знаю, смогу ли я оправиться от такого шока и перейти к следующей работе, но тем не менее придется. Поэтому давайте, я не знаю, что нас ждет дальше, что-то супер такое же неординарное или что-то попроще, но все, они уже меня впечатлили, я уже не смогу отойти до конца ролика точно. Так что да, здесь, я так понимаю, уже полноценная их работа. Называется Stuck.
То есть застряли где-то в чем-то, судя по всему. И я хочу сейчас посмотреть. Ага, это, по-моему, тоже кавер, да? Тут просто написано оригинал by Limp Bizkit. Короче, фит с какими-то исполнителями, без понятия, кто это, друзья. Но сейчас мы с вами посмотрим хоть чуть-чуть. Так, информации вообще про этих исполнителей нет. Это что значит? Ничего не понятно. Окей, кто такой Limp Bizkit хотя бы? Можно нам узнать? Ага, Limp Bizkit. Я не знаю, насколько правильно я читаю, произношу. Извините заранее, если что. Американская рок-группа. И это тоже кавер, да? И тоже старая группа 94-го года. Здесь уже New Metal. Я так понимаю, что нас ждет что-то похожее на первую работу. И мне уже страшно, если честно. Потому что я от этой-то еще не отошла. И тут что-то еще будет похожее. Ну, ладно. Еще рано, конечно, делать выводы, но, судя по первой песне, армянские рок-группы — это нечто. Это надо видеть отдельно, мне кажется, в отдельном ролике, смотреть их метал-песни. Потому что пока что, по-моему, такой читки, типа, манера пения я еще не слышала, не видела. Поэтому это очень необычно. Хотя песня вроде как на английском. Либо они ее сами переводили, либо она, в принципе, на английском была. Ладно, ребята, не будем медлить. Так что поехали. Блин, вот эта тишина меня пугает. Окей, здесь как поспокойнее начало. Это Маю. Так, я тогда понимаю, парень, с которым фит. Чисто такой американский хип-хоп стиль. Все-таки Маю решила пробовать на рэп. Хип-хоп металл какой-то получается. Жесть, что творится? Жестко, жестко. Ага, еще какой-то чувачок подъехал. У него такой более мягкий вокал. Рэп. Мне нравится. Жесть. Очень качает. Тоже такой переход есть на более спокойный мотив. Сейчас будет разгон, да? Опять.
Это очень забавно, друзья, в хорошем смысле. На дроне снято, да? Круто. Жесть, вот это сумасшествие мы с вами только что посмотрели, это трешняк какой-то, я не знаю. Я, как человек, который не фанат подобной музыки, после данной работы невозможно просто не полюбить такую музыку. Реально мою просто поражает. Она офигенная. Чувачки, конечно, тоже крутые, интересная манера исполнения тоже у них. Мне кажется, у них очень сильный вокал был бы, если бы они пели, но и рэп неплохой. Вот. Но мою, конечно, больше всего поражает. Она умеет и читать рэп еще, друзья. Помимо своего уникального голоса, я считаю, и читка рэпа ей тоже удалась. Тем более в такой манере, типа, знаете, хип-хоп, американский стиль. Я так понимаю, так звучит нью метал, да? Но это круто, реально. Насчет клипа, кстати, тоже хотела бы отдельно отметить. Снято все в таком старом американском стиле, когда камера крутится на 360, и качество не очень, фильтры какие-то параллельные, свет на них, плюс вот эта рисовка графическая тоже. Тем самым им удалось передать атмосферу работ тех лет, да, 90-е, 2000-е. Отличный выбор, мне кажется, на песню, потому что им реально очень круто удалось передать атмосферу. Супер кавер, я считаю. Я не знаю оригинал, но мне кажется, эта работа затмила бы оригинал точно. Это громкие выражения, но я могу себе позволить. Короче, за клип ничего говорить не буду. Неплохо. Атмосферу передали. Крутые аутфиты. Образ мою вообще. Я ее сначала не узнала, чисто из-за голоса только. Но песня это нечто. Это реальное искусство. Мне кажется, фанаты просто выпали, наверное, с осадок после данной работы. Я бы точно, если бы я любила данную музыку, я бы точно выпала в осадок. Я даже не любя эту музыку, выпала в осадок. Но это просто шок, контент. Очень круто, друзья, больше нечего сказать. И ребята тоже крутые, с которыми был фит. И мою, как всегда, и все остальные участницы группы, естественно, тоже. Инструменты тоже важно. Звучало очень гармонично, очень круто, мощно. Поэтому все молодцы. Естественно, лайк. Естественно, посмотрю еще отдельно. Стас, еще раз тебе огромнейшее спасибо за предоставленную возможность. Если бы не ты, вряд ли бы я когда-либо посмотрела сама. Вот, это реально очень круто. И мне вот интересно, есть ли какие-то еще работы спустя 2 месяца у них на канале. Есть, кстати, какой-то ролик Одиссей. Тогда еще есть что посмотреть, друзья. Если что, пишите в комментариях, как вы думаете, стоит, нет, смотреть. По-моему, это официальное музыкальное видео, да, и месяц назад вышло. Посмотрим. Ну, я в шоке. Я реально в приятном таком шоке. Нет слов, одни эмоции. Друзья, если вам понравилась моя реакция, не особо информативная, конечно, получилась. Я думаю, что любители жанра и любители группы хотели бы что-то поинтереснее услышать, но у меня лично только эмоции, слов не нахожу. Если вам понравилась моя реакция, не забывайте оценить пальчиком вверх. Можете подписаться на мой канал, ведь подобных роликов будет еще много. А на этом все. С вами была я, Оля. Всех вас безумно люблю, целую, обнимаю. До скорой встречи в новом видео. Всем пока-пока.